Приветствую вас, дорогие постоянные зрители и новые гости канала Ева Оракула Таро. С вами Ева. И сегодня, вы знаете, вот сегодня будет расклад, ну настолько, вот как обычно, вот в самых наших любимых, самых мощных вообще энергиях, насколько это возможно, с совпадениями, синхронистичными, с теми, которые только вот вообще могут быть. Расклад непростой. Будет разговор с вашим отцом. Неважно, жив он, общаетесь вы, не общаетесь вы. В общем, сегодня будет разговор по душам с вашим отцом. Кстати, сидела, не могла выбрать колоду. Вот расклад пришел сегодня из потока. Сегодня утром хотела записывать другой расклад. А потом вот у меня просто как молния меня, знаете, вот так поразила, ударила. И рука потянулась за колодой провидца, именно за ней. Почему-то. Кстати, одна из самых моих первых колод, у меня с ней очень хорошая связь. И вы представляете, вот я сажусь, ставлю камеру, пошла в самый дальний угол, поставила камеру, и посмотрите, что попадает в камеру. То есть как я вот села, ну вот на тот стул, который я села, то есть можно было сдвинуться как угодно, да, но как я села, мужчина, это я вам клянусь, я не выбирала. Я вот просто вот шла интуитивно, куда меня привело в самый дальний угол, села, когда поставила камеру, я поняла. Вы понимаете, да, сегодня будет очень непростой разговор с вашим отцом. Настраивайтесь, берите из расклада то, что резонирует именно вам. Вот, последние расклады писали, что что-то там, некоторые писали, что что-то не так со звуком. Надеюсь, в этот раз я все уладила в настройках микрофона, потому что, возможно, еще проблемы у всех разные устройства, дорогие мои, у всех разные устройства, и у всех по-разному может воспроизводиться звук. Вот. Проверьте в настройках своего устройства, если вдруг что-то не так. Ну что, начинаем. Знаете, расклад будет, я вот из потока мне идет, он будет и непростым, но в то же время очень каким-то, знаете, таким вот мощным, очень каким-то оптимистичным, потому что вот я когда пришла эта тема, думаю, какую же колоду взять, и потом я поняла, что, вот знаете, вот такое ощущение, что вот даже если было что-то непростое, тяжелое, понимаете, все это позади. Вот мне сразу идет, вы уже давно перешагнули это. То есть все, что у вас было в отношениях с вашим отцом, хорошее, плохое, сложное, легкое, неважно, какая бы там ни была история, какие бы ни были у вас отношения, это все уже осталось в прошлом, понимаете? И вообще вот, я не знаю, какая-то, почему, вот, понимаете, вот как будто бы ногу вы выставляете, как будто бы вот вы какую-то дистанцию хотите держать. Интересно. Ну вот мне идет, что, видимо, ваш отец был человеком, эта карта на него, человеком достаточно. Его больше интересовали деньги, чем люди, больше интересовал достаток, нежели отношения в семье, там, гармония и так далее. Вот, поэтому здесь такой момент, что вы не зря кликнули на этот расклад. Там есть о чем поговорить, видите, вот сегодня вот тоже вот здесь Пентакли ушло, да, то есть мне еще идет, что, возможно, он ушел, то есть не было в вашей жизни вашего отца, понимаете? И, возможно, там еще вопрос денег как-то стоит. Сейчас и стоял до сих пор, и стоит. Вот. Интересно, что сразу же вот я села делать расклад, подошел мужчина, и сейчас буквально там, не знаю, метров, наверное, 30 шлангов он будет мотать. То есть история очень длинная, история непростая, история очень длинная. Надеюсь, вас этот звук не смущает. Тройка Пентакли, понимаете? Однозначно проблема была связана с семьей, с достатком, с деньгами. То есть если ваш отец был с вами, то там вопрос, возможно, он очень много зарабатывал, был сфокусирован на заработок денег и считал, возможно, что его задача как семьянина просто обеспечить быт, там, достаток, как говорить по душам, оказать какую-то поддержку, там, быть рядом и так далее. Это все не про... Представляете, вот это он стоит, вот и шланг. Вот и шланг такого же цвета, как моя колода и как стена. Кстати, вы смотрите, Вишудха, горловая чакра. Сегодня будет очень непростой разговор. Сегодня есть вещи, которые не высказаны вами. Не высказаны вами. Все, можем начинать. Шланг замотан, весь хвост, так сказать, убрали. Вот. И сейчас вы уже на эту историю, все, что было в прошлом, или все, что у вас там сейчас, может быть, в отношениях с вашим отцом, да, вы уже смотрите уже как взрослая, зрелая женщина. Вы уже не смотрите это как ребенок, вы смотрите уже это повзрослевшими глазами, и вы можете трезво, как бы, знаете, вот понять, что тогда происходило, даже проанализировать, возможно, как-то оценить, когда посмотреть, знаете, вот как-то вот не с тем, чтобы обвинить там как бы своего отца мне идет, а с тем, чтобы с холодным рассудком рассудить и не сделать те же ошибки. То есть не сделать, интересно, как свет падает. Вы представляете, вот что такое сегодня нынче лето?
Когда было такое лето, чтобы были облака, чтобы было холодно, чтобы я вот это, понимаете, могла одеть такую легкую курточку? Когда вообще такое было лето? Разгар лета, представляете? И вот на меня тени так падают, думают, хороший будет сейчас такой свет, а я тут в каких-то тенях, я не знаю, вы меня вообще, наверное, не видите. Вот, в общем, чего я так отвлеклась? Вот тоже, видите, отвлеклась. Вот это вот ваш вот это вот ваше отношение с отцом. Баланса не было. Отношения, деньги. Опять все, видите, двойка пентаклей. Все про пентакли. То есть человек был материального склада, он духовное не признавал, не признает. Я почему-то говорю в прошлом почему-то, потому что, возможно, для кого-то это, знаете, как будто бы вот то, что было в детстве, да, потому что вот здесь вот вы идете как маленькая девочка больше. То есть как будто бы не было возможности, не было понимания у вашего папы, как правильно строить отношения в семье, что задача добытчика или там обеспечения, она, скажем так, не единственная, да, в жизни мужчин. А тут еще мне, кстати, идет вот именно здесь на двойке пентаклей, а у кого-то была проблема в том, что вроде как и, может быть, отец и был, или он ушел, не знаю, неважно, у всех разные ситуации, расклад общий, но вас отец не поддерживал, то есть не было от него ни моральной, еще и финансовой не было поддержки. То есть у кого-то отыграется так, что не было ни денег, ни поддержки, однозначно. Поэтому вы выросли, конечно, девочкой такой, знаете, очень... И сразу же выходит, видите, вот это вот вы из-за того, что было сейчас. Посмотрите, как колода сегодня. Вот я поняла, почему, когда шла в этот сад, думаю, где сесть? И села, представляете, вот села вот с этой... Это вообще, конечно... Ой, девочки, сегодня говорящий расклад, понимаете? И вы, конечно, выросли очень такой, знаете, такая пацанка немножко. То есть вы такая деловая, активная, вы можете за себя постоять. И даже если внутри вас натуры вы еще себе это не раскрыли, вы можете быть очень, скажем так, активной. И это, кстати, вот вашего отца может быть ваш характер. То есть, хотя, может быть, у вас не было близости, вот карты показывают, что контакта не было. То есть все крутилось вокруг или денег, или отсутствия денег, или, ну, то есть как таковой отцовской фигуры, отцовской любви вы не видели. Поэтому вы, конечно, выросли девочкой очень активной. И это вот сразу мне там, кстати, выходил сразу же следующая карта. Посмотрите, мне выходит карта императора и влюбленные. Сейчас я вам все карты покажу, потому что поток активный, я пытаюсь его ловить. Расклад общий, видимо, знаете, у всех по-разному какие-то истории, нюансы. Я пытаюсь это все вот с поля считать и понимаю, что у всех очень разные истории, но тенденция такая, что, понимаете, это повлияло на всю вашу жизнь, на отношения с мужчинами. То есть на то, какую вы видите фигуру отца, на то, какие отношения вы хотите, и на ваши отношения, вообще на сферу любви в вашей жизни. Понимаете? То есть это очень важно понять, что вот оттуда, вот, кстати, посмотрите, вот какая фигура, да, то есть это не вот, вы хотите вот такого мужчину, цельного, нормального, да, здорового, императора, который понимает, что такое отношения, любовь, умеет зарабатывать, умеет общаться, умеет выстраивать близкие духовные отношения, понимаете? А здесь фигура отца какая-то карикатурная. И видите, вот здесь пиджак, галстук, то есть по форме все как бы четко, да, но вот изображение, понимаете, уродливое, карикатурное. И вот эта вот нога, интересно, она, знаете, вот как будто бы ваша нога. Вы хотите подальше отодвинуть ту старую историю. Потому что любви там не получили, понимаете? Вы очень хотите любви. То есть вы выросли девочки недолюбливая. Очень важно для девочки получить отцовскую любовь в детстве, понимаете? И здесь нам все говорит, что был недостаток. Помимо того, что по двойке пентаклей был недостаток, возможно, еще с деньгами. Так вот эти вот карты я вам не успела показать. Вот они вышли в такой комбинации, понимаете? Так что я хотела сказать. Вы выросли очень боевой, активной. Вам пришлось с детства, понимаете, может быть, вы с босыми ногами, с пустым кошельком вышли в этот мир, и вам нужно было самой сражаться с этим миром даже. Вот прямую сражаться, понимаете? Очень такие мужские огненные энергии вам нужно было включаться. Потому что у вас было раненое сердце, и вы вот все время искали эту любовь, вы все время, знаете, вот как на краю пропасти ходили, даже начало ваших отношений, вообще всего. То есть все буквально, вот знаете, вот на, как сказать, на волоске все время, вы понимаете, балансировали. Вы все время пытались найти истину, пытались понять, а как оно должно быть, потому что вы не видели. У вас не было четкой фигуры, понимаете, вот так вот. У вас не было четкой фигуры отца, понимаете. Вот это то, что вы видели перед собой. А вот это вот, понимаете, как вы хотите. Да, очень расклад, конечно. Ну, все-таки, видите, здесь вот это все говорит за себя. Сейчас посмотрим. Но то, что отношения с отцом
То, что отношения с отцом оказали влияние на всю вашу жизнь, на все ваши отношения с мужчинами, которые вам даются очень-очень-очень несложно, непросто, понимаете? Здесь очень много для вас переживаний на эту тему. В общем, если вы себя узнали, продолжаем дальше. Расклад общий. Я не могу говорить какие-то детали, потому что я считываю всю общую информацию. Если хотите именно личные проработать, разобрать, переходите на личный расклад. Давайте посмотрим, что же вам хочет сказать ваш папа, ваш отец. Кто-то, знаете, вот даже слово «отец» хочет сказать. Так немножко холодно, понимаете? Но как будто бы, знаете, вот он хочет сказать... Смотрите, какие карты выходят, очень интересно. Во-первых, он хочет вам сказать, что то, что его не было как бы в вашей жизни, то, что он ушел, или то, что он как бы не давал тепло и любовь, да, у каждого свое. Как будто бы вот он здесь, понимаете, как будто бы избегает из этой ситуации. И вот это вот мне идет, что это как будто бы отношения ваших родителей, понимаете. То есть мужчина сбегает, женщина остается одна у разбитого корыта, и все, в общем-то, в семье с ранеными сердцами. То есть у каждого разного. У кого-то могла семья жить порознь, у кого-то был финансовый недостаток, у кого-то были какие-то проблемы. Но проблема в том, что фигуры отца как таковой, здоровой, на которую можно положиться, с которой можно как бы взаимодействовать, как бы не было, понимаете? Вот. И сейчас я смотрю, вот солнце так вот вышло, да, наверное, может быть, мне нужно пересесть. А вот интересно, мне захотелось уже как-то пересесть. Потому что как будто бы, знаете, вот сразу сейчас идет из потока, понимаете, как будто бы вот сколько можно смотреть на фигуру отца. Вот эти, я сейчас пересяду, я сейчас это сделаю, этот ритуал такой. Сколько вот вы про себя говорите, окей, вы даже слушаете этот расклад, и вы как бы не хотите бородить даже какие-то воспоминания. Мне этот расклад, почему я взяла именно самую светлую колодцу, светлого провидца? Потому что сегодня такой расклад, как будто бы там столько всего негатива, и вы как бы уже столько раз в этом ковырялись, что вас больше всего интересует, понимаете, как вот это вот, как прийти к своей любви, к своему счастью, понимаете? Здесь король жезлов, король кубков. Вот у меня последний расклад все время выходит мужчина именно в этих двух комбинациях, понимаете? Мужчина, который умеет и действовать, и смелый, и активный, и умеет по жизни вести женщину, и в то же время он, понимаете, вот он не будет, где там была эта карта, он никогда не будет в такой позиции. Он настолько уже зрелый, мудрый человек, который понимает, что такое любовь, он никогда не будет это делать. Девочки, я сейчас поменяю камеру и пересяду. Я вот почувствовала, видите, сейчас как будто свет у меня из-за спины, и вот эта фигура из-за спины. И такое ощущение, что мне нужно пересесть, чтобы свет был на меня, и был совершенно другой пейзаж. Мы сейчас это сделаем. Я никогда такого не делала расклад, но мне идет из потока, девочки. Я человек подневольный. Это, кстати, карта мага сразу мне выходит, подтверждение, что я должна это сделать, потому что это, знаете, как часть ритуала. Как будто бы нужно закрыть и не смотреть больше в это прошлое. Вот, поэтому сейчас мы больше не будем смотреть, что там было. Мы послушаем, что же ваш отец хочет вам передать. И вообще, хочет ли он вам что-то передать сейчас, потому что на этот разговор вызвал он меня. Значит, есть очень важные вещи, которые он хочет сказать. И первое, да, вот то, что я вам сказала, да, понимаете, что хватит об этом думать, хватит переживать на эту тему. Пора вообще это как бы забыть. Вот нога, не зря, нога, все как бы с ноги прям, понимаете, ситуацию, какие-то, если были вещи. Девочки, я пересаживаюсь. Вот просто сейчас беру и пересаживаюсь. Все. Девочки, ну я не знаю, это что вообще? Что вообще происходит? Вот вы мне скажите, когда такое было, чтобы я вот так вот меняла расклад? Ну вот сейчас все стало на свои места, понимаете? Сейчас все стало на свои места. Я поняла, почему расклад, понимаете? Это в прошлом, это картинка в прошлом. Сейчас уже будущее, сейчас смотрим вперед. И свет, смотрите, сейчас свет падает на меня. Вы на светлой стороне жизни. Вы как будто бы раньше, вот это в детстве, вот это когда вы начинаете думать о прошлом, как будто бы вы в тени, на вас идет какая-то темная волна, вам нужно из этого уходить. И вы посмотрите вот на эту картинку. Посмотрите, вот я потом в закрытом телеграм-канале обязательно на эту тему напишу. Посмотрите, какие там сюжеты вообще, как я сюда села, как я выпила тот ракурс вообще. Будьте здоровы, кто там чихнул. Смотрите, значит, немножко я сбилась, да, пока пересаживалась. Вот удивительно, что, понимаете, получается, что разговор у нас не о том, что я вышла из потока и сбилась, о чем я говорила.
разговор у нас не о том прошлом, которое было. Разговор не о том, что происходило с вашим отцом, что вы помните, какие у вас воспоминания. То есть штука в том, что, понимаете, мне сейчас все идет из потока, что пришло время вы уже настолько, понимаете, держите оборону, вы выстроили свою жизнь, что вам совершенно уже не нужно оглядываться вперед. То есть все показывает, что вот это вот все осталось уже позади, понимаете, вам нужно двигаться вперед, и если вы начинаете сильно застревать, сильно оглядываться вперед, видите, вот там пентаклевая ситуация. То есть все-таки проблема денег, она даже до сих пор у вас. Вы ее решили, кстати говоря, вы ее решили. Вы вырвались из какой-то определенной жизни, то есть вы сделали очень большой рывок. Поэтому же говорю, как будто бы это история, которая уже позади. У вас уже совершенно новая история. Что-то у нас вылетает. Но вот и сразу же, понимаете, выходит такая история, что вам нужно весь этот расклад, понимаете, весь этот разговор с вашим отцом, не разговор о том, что было, не разговор о вас, не разговор о нем, а разговор о том, как бы о ваших желаниях, о ваших мечтах, и разговор здесь с вашим отцом о ваших мужчинах, о вашем будущем мужчине. Вот, потому что есть такая штука, что ваши отношения, которые у вас уже были, принесли вам достаточно много боли. И не зря меня вывел поток именно на разговор с вашим отцом, потому что что-то он должен вам передать, что-то вам должно быть сказано. Ну, тут, понимаете, такой сейчас момент идет, что как будто бы в детстве вы видели отношения мужчины и женщины как какую-то борьбу, то есть, знаете, как какая-то борьба полов. То есть нужно выбарывать отношение к себе хорошее. То есть нужно постоянно быть начеку, жить в страхах. То есть вот это ощущение, что не было как бы фигуры отца, не было заботы и любви, оно у вас как бы засеяло очень много страхов и сомнений. И поэтому здесь по пятерке жезлов очень многие ваши отношения, они строились именно на, понимаете, здесь не на балансе, равновесии, понимаете, не на ощущении, что вот мы как бы друг друга дополняем. Они строились именно на ощущении попытаться отстоять себя, чтобы меня услышали, чтобы меня любили, да, то есть вам очень хотелось вот такой вот семьи целостной, да, но картинка-то у вас с детства была неверная, но сейчас-то вы уже проработали, понимаете, идет интересно. Вы сейчас уже все проработали. И вот здесь вот видите, карта звезда выходит. У вас уже есть картинка, у вас есть мечта, у вас есть четкое понимание, как оно, что должно быть. Вот. Поэтому следующий у нас выходит королева Пентаклей. И здесь интересно, что вы действительно вот побороли все сложности. Вам пришлось пройти очень непростой путь, чтобы вырваться вообще из того состояния, знаете, вот. И, возможно, у кого-то действительно были проблемы с деньгами. То есть вы очень долго решали проблемы стабильности, дохода из-за того, что у вас были в детстве. Да? То есть вы не могли, может быть, раскрыться до конца, понимаете, вот по королеве кубков, не могли до конца раскрыться, понимаете. Вы решали очень много вопросов, у вас было очень много сомнений, страхов, в принципе, о жизни. И особенно относительно мужчин. Вы не очень понимали, какой мужчина вам нужен, потому что не было такой, знаете, вот фигуры конкретной и понятной. И вот видите, вот весь расклад про пентаклевую часть, понимаете, здесь всю жизнь как будто бы вам приходится искать опору. Опору в себе. То есть когда вы не почувствовали в детстве в фигуре отца опору по каким-то причинам, вот сегодня нам говорят, понимаете, вот даже то, что я поменяла картинку, говорят, не лезь в прошлое, не надо. От этого только ты переживаешь. Строй будущее, закрой вот это с ноги, вот это все, это отправь, понимаете, вот с ноги просто все забыть, закрыть дверь, развернуться, понимаете, и смотреть уже, понимаете, если раньше я смотрела, то у меня это было фоново, у вас это все время фоновая эта история была, то сейчас я села, и я на это смотрю издалека, из взрослой позиции, из зрелой позиции, понимаете, все, уже и смотрю из победительницы, из девушки, которая уже делает действия, она решает, она двигается вперед. Вы входите в позицию человека, который вот, понимаете, вот, да, я понимаю, как было, я так не хочу, мне так не подходит. Вот такой вот мужчина, тоже такая фигура мне не подходит. Спасибо, я увидела, как бывает. Не надо, будем искать другого, понимаете? То есть у вас очень такая уже стабильная, зрелая позиция на эту тему, понимаете? И вы сейчас, вот вы там выходили, помните, королевой, боже, знаете, что происходит? Тут ходят люди поют, там девушка поет, тут что-то мужчина собирал такой какой-то лист, то есть какой-то такой кипиш происходит, вот прям слово такое выходит, понимаете, тоже. То есть у вас, кстати, вот, может быть, отец был таким, знаете, немножечко таким вот
знаете, вот он может быть такой вот немножко такой пацанчик, немножко быть таким, да, то есть это такой, знаете, как в 90-е, 80-е, вот такой вот был расцвет, да, вот это немножко такое вот, что-то вот такое могло быть немножко, знаете, такое там, побазарить, разобраться, вот что-то мне такое идет из потока, поэтому вот там была вроде бы галстук, вроде бы пиджак, вроде бы какой-то бизнес, но он какой-то, понимаете, такой, то ли что-то нелегальное, то ли что-то неосновательное, понимаете, поэтому вот вы все время вы не выходите, поэтому вы очень-очень-очень мечтали, видите, вы очень мечтали стать, обрести вот эту опору. И вы понимаете, что вы сами для себя должны быть опорой. То есть вообще вся эта история с вашим папой, понимаете, в детстве, она привела вас к тому, что вы стали женщиной очень такой, вы знаете, вот вы можете рассчитывать на себя, вы сама не пропадете. И снова выходит эта карта, понимаете? Вот тоже, опять же, все, вот тройка жезлов, тройка пентаклей. Вы из-за тех эмоций, из-за тех переживаний, из-за отсутствия, скажем так, вот именно вот такой вот мужской любви, тепла, опоры, человека, на которого может положиться, который за тебя заступится, к которому ты придешь, там, кто тебя пожалеет, решится твои вопросы, да, вы стали вот сама такой решалой в каком-то смысле, понимаете? Вот вы можете решить любые проблемы. Но в то же время, понимаете, а эмоциональная часть не закрыта. Вы стали таким, знаете, вот всемогущим таким, знаете, солдат Джейн. Вы все можете. Но эмоциональная эта сфера все равно, она, понимаете, для вас очень важна. И у вас очень много переживаний на тему мужчины и женщины, на тему отношений. Эта тема для вас закрыта. Поэтому сегодня этот разговор, понимаете? Потому что пока еще тема отношений мужчины и женщины, она достаточно болезненная, она нерешенная для вас, я бы так сказала. У вас есть еще какие-то вопросы, на которые вы не ответили. Именно поэтому, снова повторюсь, сейчас у нас будет именно разговор, что же ваш папа, ваш отец хотел вам сказать на тему именно взаимоотношений. Вы знаете, как-то вот хочется колоду тусовать так быстро, резко, как будто бы вот вас уже все так достало, вы прям, я не знаю, какая такая эмоция идет, понимаете, вот такая эмоция идет, что вот вы, понимаете, вот сейчас выходит снова король Пентаклей, я перемешала, да, то есть фигура вашего отца. Видите, такая вот как будто бы сам по себе такой одинокий волк. То есть и деньги были, понимаете, превыше всего. Центр, он смотрит только сюда. Здесь нету ни семьи, здесь нету ни других людей. Вот только я, мое эго, мои интересы, бабки, бабки, бабки. Понимаете, вот прям идет такой. Вот не зря выходил, что такой пацанчик. Бабки, бабки. Пацанчик на районе, бабки. Бизнес, бабки. Что-то такое, понимаете? И даже вот еще вот интересно, что он там, вот почему выходил вот этот костюм, и здесь мужчина тоже так одет. То есть там денег-то было немного, там денег-то и не было. В общем-то, поэтому, наверное, и у вас денег не было, и вам не хватало денег. Потому что там больше было понтов. Во, я поняла слово, наконец-то мне это пришло. Понимаете, вот там эта фигура, вот так как он одет, я просто туда показываю, смотрю, да, там больше было понтов, понимаете, нежели было действительно дохода. Больше было про казаться, чем быть. Вот, поэтому снова выходят карты, с которых я начинала, да, потому что мы снова заговорили про вашего папу. Так вот, эта фигура нестабильного мужчины, на которого особо нельзя положиться, который больше изображает из себя, чем кажется, да, очень сильно повлияла на ваши любовные отношения. Представляете, я вот говорю одно и то же, и сразу же выходят, мне те же карты подтверждают, да, вот мешала, и вот снова я вернулась к тому, потому что из потока, понимаете, когда информация идет. Вот как я не могу уйти, понимаете, вот и сейчас такое ощущение, что вот я поняла, почему мне выходят, понимаете. Вы уже теперь по-другому видите эту карту. И вы из-за того, что у вас был образ отца вот такой вот, да, вот то, но вы теперь из-за этого хотите как раз мужчину, у которого все будет, у которого будет и доход, и достаток, и работа, и дом, и машина, и так далее, да. Но вы к этому еще всего хотите, понимаете, чтобы еще это было еще счастье сюда присоединилось, понимаете. Вот вы хотите доработать вот этот вот образ мужчины, как бы, понимаете, уже концепт. Но вот с этим не складывается, понимаете? С этим не складывается. То есть у вас или по страстям, или какие-то вот такие вот, или очень много любви, или много эмоций, или много, знаете, каких-то таких вот именно в отношениях каких-то перипетий, но так, чтобы вы смогли совместить и вашу мечту, и какую-то реальность, пока у вас не получается. Вот это интересно забрать, почему же так получается. Потому что здесь вот эта вот картинка, понимаете, к ней путь-то непростой. Вы еще ключик не нашли. Вот как именно вот по десятке пентаклей, чтобы создать семью, в которой будет, знаете, и полная чаша, и гармония, и взаимопонимание, да. То есть и самое главное, чтобы там была любовь. То есть вот эту вот комбинацию вы пока не раскусили. Вот. Ну и давайте посмотрим, что же душа вашего папы хочет вам передать, то, что он вам, может быть, хотел бы сказать, должен был бы сказать, но не сказал.
Что он хочет вам передать? Так сложно сфокусироваться сегодня. Я колоду выбирала. Вы знаете, вот такое ощущение, что вы настолько устали от этой темы, вы даже слышать об этом не хотите. Вот я сейчас даже, что он хочет вам сказать? И вы мне как будто бы из потока говорите, я ничего слышать не хочу. Вот вы посмотрите, какие карты выходят. Дьявол, и вы смотрите, вот то, что я же говорю. Вы мне говорите, я не хочу об этом ничего знать, я не хочу об этом ничего слушать, мне его советы не нужны. Что он там говорил? Мне это все не важно, я сама все буду решать, мне это все не важно, я уже свою судьбу изменила, понимаете? Представляете, какой разговор? Вот не зря там вот это вот с ноги. То есть я уже все поняла, я уже раскусила, понимаете? И такое ощущение, что вы как будто бы, наверное, в этом весь секрет, понимаете, что вы как будто бы очень хотите смотреть вперед, и вы как будто бы из-за того, что есть какие-то обиды в сторону отца, они мешают вам встрече той самой любви, понимаете? Вот оно что, я поняла, да. Там есть, понимаете, именно в этом вы ключ. Там остались, то есть проблема не в том, что там произошло, понимаете, или вы там что-то как-то не поняли, но какие-то еще обиды, какие-то еще осознания, вот на этом раскладе будет важное осознание, мы его сейчас разберем. Вот я поняла ключ. То есть что-то вам еще важное нужно осознать, чтобы у вас получились отношения. Потому что вы перебираете мужчин, вы перебираете разные версии, а нужно мне это, нужно мне то. То есть сегодня мы на раскладе раскусим просто главную вещь, за которой стоит вообще у вас весь блок, понимаете? Почему вы страдаете от одиночества, почему вы не можете встретить вот того мужчину, о котором вы мечтаете, понимаете? Такого сильного, твердо стоящего на ногах, у которого есть и характер, понимаете? Вот опять снова они выходят уже через 3 карты, но они снова рядом, понимаете, выходят. Король кубков и король мечей. То есть вот, ну, смотрите, вот вы хотите человека, в котором это все будет соединено, в этом-то вся штука, понимаете? Вы хотите очень мощного, вот не зря выходил император, вы хотите очень мощного, как бы, знаете, такого классного мужчину с сердцем и с мозгами, понимаете? Вот чтобы все было, и с деньгами еще. Потому что там выходила десятка пентаклей. Вот. Ну что же там за, давайте смотреть, что же там за такая вещь, которую вам нужно, знаете, как ключик. Вот один естественный ключик в замочек вставить и повернуть. Я все поняла. Девочки, очень интересный момент, понимаете? Из-за того, что не хватало денег, из-за того, что, во-первых, у вашего папы родовая программа, да, была очень важная, что деньги это очень важно, это основа. С денег начинается все. Вам сейчас ваша, понимаете, ваша жизнь и вот та детская программа родовая, понимаете, и жизнь отца, и все, что там происходило, неважно что, расклад общий, вот сами на себя перекладываете. Вы думали, и сейчас еще долгое время думали, что все начинается с денег. Сначала вот я мужчиной знакомлюсь, там надо понять, что у него есть, там как что это, как-то что-то это, вы понимаете? У него может быть все это есть. И вы можете с ним стать женщиной, у которой есть достаточно копеек. Ну, не прям там миллионы, миллиарды, но у вас как бы образуется достаток, как бы, и достаточно ощущение комфортное, понимаете, более-менее стабильное. Но вы чувствуете себя одинокой, понимаете? Там нету той любви, которую вы хотели, понимаете? И вот для вас сейчас самый большой баланс – подружить деньги и любовь, ум и разум. Вот что такое идет, понимаете? Поэтому вы сейчас поняли, что деньги я и сама уже научилась заработать. Вы ходили королевой Пентаклей. Я могу сама себе там и переезд устроить, и деньги заработать, вот так, чтобы мне хватало, понимаете? Может быть, вы не будете там шиковать, вот мне идет, понимаете? Не будете шиковать, не будете так легко, понимаете, транжирить деньги. Но вы как бы это проживете, знаете, и неплохо. Но самое главное, у вас случился сейчас вот в последнее время большое осознание, понимаете, поэтому сейчас отец пришел, потому что вы очень долго искали человека. Я вот просто сейчас вот все, я уже поняла, я сейчас смотрю на это, понимаете, и понимала, почему с ноги. Вы очень долго искали человека из-за тех обид, из-за тех ситуаций, обратную фигуру от вашего отца, понимаете, подсознательно. Вы от этого как будто бы бежали, поэтому вот это с ноги, уйди. И там, понимаете, вот там, получается, другая фигура сидит как будто бы на кресле, на коляске. То есть ноги вроде есть, а ты встать на них не можешь идти, потому что ты смотришь на эту фигуру, понимаете. Вот оно прям такой образ мне идет из потока. И вот интересно, что сейчас вы это поняли, к вам сейчас, понимаете, как инсайт. Вот вы сейчас даже слушаете мои эти слова, пишите в комментариях, насколько вот именно вот я сейчас попала через вот те слова, которые подобрала, да, вот что идет из потока, да, к тому, что вам нужно. То есть вы сейчас поняли, что как много раз я выбирала не тех партнеров и начинала не те отношения не с теми людьми,
да, не с тем человеком, да, потому что через призму того, какой у меня был образ отца, я не те вещи даже вот неосознанно, подсознательно выбирала их за истину, за главное. Вы думали, окей, сейчас будет фундамент, сейчас будет деньги, достаток, а на нем потом построим любовь. А сейчас вы поняли, что нет, с любви-то все начинается. Когда нету любви, то там даже если достаток будет, этот достаток тебе не принесет счастья, ты будешь сидеть у разбитого корыта, понимаете? Когда нету радости, чувств, у тебя может быть радужная картинка вокруг, но на сердце у тебя будет пустота, у тебя будет одиночество. Сколько можно иметь платьев, сколько можно иметь сумочек, сколько можно там, не знаю, что там иметь, как понимаете, вот, но если нету вот этого мужчины рядом, любовь, мужчины, который будет и сердцем поддерживать, и любовь, и поговорить с тобой, вот просто вот эта вот материальная база, понимаете? Просто. Вот ты на нее смотришь, вроде бы достаток есть, понимаете? Вроде он есть, но он радости-то не приносит такой, как хотела, понимаете? И сейчас вы поняли, что я сама себе могу быть там и небо, и земля, понимаете? Я сама себе это могу организовать, и я теперь буду начинать отношения совершенно по-другому. И вы такая говорите, спасибо, папа, я поняла. Это, знаете, как такой урок от обратного. И почему-то вот, понимаете, вот такая вот идет такая немножко какая-то праведная злость, праведный гнев. Понимаете, праведный гнев, потому что как будто бы, ну сколько можно на это оборачиваться, сидеть, чтобы это у тебя все время за спиной, фоном, понимаете, что он как будто бы на плече эта фигура у вас отца сидит. Потому что обида есть, что он не оказался таким, да, как вы хотели бы быть, чтобы он был. И вы пытались все время эту фигуру другими мужчинами заместить, понимаете? Вы все время пытались, понимаете, вот сделать так, чтобы вот тот мужчина, с которым вы встретили, он как бы вот компенсировал, решил ту проблему, которая была у вас с отцом. И вы как бы почувствовали все, облегчение такая, хоп, все, я решила, решила, проблема решена. Но проблема здесь не в действиях, проблема здесь не в выборе мужчины, проблема здесь в сердце, понимаете? Здесь урок-то был, понимаете, вот весь этот разговор с отцом, понимаете, вот с папой с вашим, почему-то все время хочется сказать не с папой, а с отцом. Хотя, когда я записываю этот расклад, начинала записывать, что это разговор с вашим папой. А сейчас в процессе разговора отец почему-то идет. То есть это означает, что есть какая-то вот отстраненность, дистанция, какая-то есть обида, понимаете? Но в данном случае, понимаете, вот мне все идет это на этом раскладе, что вы обиды, которые вас тормозят, вы давно закрыли, вас сейчас тормозит. То, что вы просто на это смотрите и оглядываетесь на это и видите из этого искаженную, знаете, как из зеркалья такое, кривых зеркал. Вы видите не ту картинку, должны вы видеть. Вы должны просто из этого понять урок, что нужно начинать, понимаете, вам совершенно теперь новую, по-новому смотреть на мужчин, на себя и на какие должны быть отношения, понимаете? Мы выходим в век повышения вибраций, отношения тоже будут строиться уже на других вибрациях. Уже все те правила, которые работали 5-10 лет назад, почему вы думаете сейчас так много разводов? Потому что старые формулы, старые форматы взаимоотношений не работают, не устраивают, и где люди жили по пентаклям, понимаете, по каким-то договоренности, где их удерживала стабильность, где их удерживал достаток, понимаете, такие отношения просто начинают разваливаться, потому что там, снова эти карты выходят, перемешала, представляете, потому что там нет любви. Поэтому сколько бы ни было, сколько бы вы там ни копили, шли к общим целям, понимаете, а вы так думаете, ну вот, если мы идем, у вас такой был стереотип из-за детства, понимаете, что если мы идем к общим целям, значит мой человек. И если человек там меня обеспечивает, там дарит мне подарки, куда-то возит, исполняет мои желания, мой человек. А сейчас вы уже доросли, и вы поняли, что это отнюдь не так. Мой человек– это совсем по-другому. Это когда мое сердце раскрывается, когда я расслабляюсь, когда я могу с этим человеком разделить абсолютно все краски этой жизни, все краски. Потому что даже мы можем с ним идти к целям, можем не идти к целям. Мы все равно вместе, мы все равно одно целое, понимаете? Так вот здесь у вас основная проблема, понимаете, была, что у вас как будто бы было или любовь, или деньги, или мы друзья, или мы любовники. Ну, то есть, понимаете, вот как будто бы все время нужно было что-то выбирать. Вот не было вот той гармонии, которую вы хотите. Так вот на этот разговор ваш папа вас вывел, чтобы вы поняли, что вы, если будете выбирать материальное, если вы будете это ставить во главу угла, как бы это ни случалось, это же не только про деньги. Понимаете, вы должны понять, что здесь пентакливые выходят, они не только про материальную, как бы, ну, про финансовую часть, они про то, что вы могли видеть в этом человеке, в нем какую-то стабильность, опору, что он какой-то надежный, понимаете, надежный мужчина, что он хороший, он такой хороший.
Его даже бросить жалко, или расстаться с ним жалко, или как-то вот даже, ну как же с ним не начать отношения, он же такой хороший, он так меня там и любит, или так ко мне хорошо относится, понимаете, все делает для меня, понимаете, и он будет делать, понимаете, но потом вы поймете, что, а где же вот это? А безделание, а вот просто вот я есть, ты есть, и вот мы глаза в глаза, сердце в сердце, и у нас есть контакты, мы счастливы, понимаете, где это? Вы себе говорите, где это, понимаете? И поэтому ваш папа пришел на разговор, как будто бы, чтобы не разговаривать, а чтобы выйти из картинки, понимаете? Выйти из этого ваше поле, понимаете? Вот просто там вот это я смотрю с ноги просто вон, из сердца вон, понимаете? Закрыть эту страницу, потому что вы уже, ну сколько можно на эту тему, понимаете? Вот и почему вы сейчас видите, вот то, что я вам и сказала, просто эта карта выходит снова и снова как оракульная, видите? Я же говорю, сейчас эта мысль, как ключик в замочке, повернет вам, и вы поймете, вот сейчас я пытаюсь понять просто правильные слова. Надежный, заботливый, все, что вы там говорили. Ну, заботится, как там у нас родители выходили. Там то покупает, заботится, все делает, все такое хорошее, да, там, тебя там любят и так далее. А пойдите, слушайте, но у меня на раскладе собираются такие женщины, понимаете, вы заветный приз для каждого, а кто вас может не любить? Как такую женщину, как вы, понимаете, вот можно не любить, вот скажите мне. Вот скажите, как вас можно не любить, понимаете? Как вас можно не любить? Вы помимо того, что очень самодостаточная, так вы еще и с огромным, скажем так, знаете, потенциалом духовным. Как вас можно не любить? Ну как вас много можно не любить? Вы женщина, понимаете, очень, вы вот очень, у вас очень острый ум. У вас очень острый ум, и вы очень привлекательная, понимаете? Ну, вы, вот и карта влюбленность, понимаете, для вас, на вас очень хорошо реагируют мужчины, у которых есть уже какой-то такой достаток. Они на вас реагируют хорошо. Вот там мне выходил снова король Пентаклей. Ага, вот он. Далеко за ним ходить не надо, понимаете? Он здесь всю дорогу он сидит, потому что это образ вашего отца, холодного, отстраненного, как волка. И вы такую фигуру очень часто, вернее, вы как, вы хотели, чтобы эта фигура была... Вот если, понимаете, если в детстве это была такая же фигура, но она как бы достаточно положительная фигура, с мужчиной с опорой, да, уже с денежкой, да, а возможно, он может быть немножко таким, знаете, не сильно таким душевным, но он все равно где-то рядом, такой преданный, как волк. То здесь, когда она выходила на вашего отца, эта фигура, понимаете, здесь она про эго, она про человека такого одиночку, которому как бы немножко даже так наплевать на всех, он думает только о себе. А как там другим, а как там другие живут и так далее, это не сильно волновало, понимаете. Поэтому здесь, конечно, как сказать, сейчас... У вас даже немножко есть, мне такое идет вот почему-то, знаете, сомнение, что и почему вышел этот разговор, да? Что-то я сбилась, да? Что вы как будто бы от обратного идете сейчас, да? То есть вот эта вот фигура была, вы почему не хотите больше об этом говорить? Потому что вы хотите уже, понимаете, по карте императрицы, вы хотите уже совершенно новую историю, и понимаете, как будто бы это не ваш уровень. Вот даже разговаривать об этом, даже вспоминать это уже не ваш уровень, понимаете, вы настолько далеко от этого, вы настолько другая, у вас уже настолько другая жизнь, что вы сейчас просто хотите собрать последнюю мозаичку. Вот этот расклад, это как, знаете, последняя точка над «и». Где просто у вас сейчас, мне кажется, даже после этого расклада могли сойтись какие-то недостающие пазлы. И вы могли себе понять, что да, я выбирала таких-то мужчин, вы сейчас начнете их анализировать, понимаете, вот ваших мужчин. Я выбирала там мужчин, да, каких-то. Сейчас интересно, что здесь выходит девятка кубков, понимаете. Я-то думала, что это любовь настоящая, понимаете, что это настоящая любовь, высшая степень любви. Но на самом деле я покупалась вот не зря именно на этой колоде, она так выходит, понимаете? То есть вы действительно, встречая этих мужчин, вы-то думали, что все, это уже папина история позади, все эти воспоминания не позади, понимаете? Жарко на солнце. Но понимаете, а сейчас вы-то смотрите и думаете, ну да, там я купилась на то, что он надежный, или на то, что он там меня там, условно говоря, там домой провожал, там с работы забирал, был каким-то, знаете, таким вот этим очень... таким мужчиной, вот слово «хороший» идет, и знаете, вот таким как бы добросовестным, что ли, порядочным, порядочным. Он был порядочным, понимаете? А поскольку в детстве у вас такое было вот немножко отстраненность, до вас не было дела, то есть этому человеку до вас было дело, вот, до тех людей, и поэтому и через это вы чувствовали себя любимой, и, возможно, там и с денежкой было получше, чем у вашего отца, и вы думали, это счастье. А сейчас вы поняли, что нифига не счастье, понимаете? Вы сейчас поняли, что все, надо все начинать сначала. Это, знаете, наша песня хороша, начинай сначала. И вы сейчас как будто бы, знаете, как
16-летняя девчонка. Вам нужно учиться любви, учиться жить заново и познавать мир, именно любовь заново абсолютно, понимаете? Это класс, конечно, смотрите. Это вообще, понимаете, здесь и императрица, понимаете, вот такая вот вы, женщина, которая сейчас будет вынашивать новые чувства, новую любовь, по-другому будет смотреть вообще на мужчин. Вот. И что самое интересное, что там мне тут выходило, вот вы все время вот вы входите пентакливые мне, понимаете, потому что вот, видите, я сейчас поняла, почему вы мне так выходите все время. Посмотрите. Понимаете, вот вы сейчас это все доосознаете, у вас как будто начинается новый старт. Понимаете, здесь смерть, death and rebirth, то есть как бы смерть и возрождение. Здесь абсолютно начинается, видите, здесь голубое небо. И вот абсолютно даже та гамма картинки, которая у меня на заднем фоне была, там, понимаете, вы сейчас из нее, почему я думала, что не драматично будет расклад? Потому что мы не будем говорить о драме, будем говорить о том, вообще, куда вы идете вперед, потому что теперь у вас картинка, а что такое настоящий мужчина, что это такое, понимаете, у вас это сложилось. У вас было неправильное представление ни о себе, такой замужней женщине, у которой все нормально уже, которая в стабильности живет, ни о мужчине, который тоже живет в стабильности, понимаете. И здесь уже мне этот король Пентаклей, он уже не выходит человеком, понимаете, немножко таким эгоцентричным, который сфокусирован только... Нет, здесь человек, вы оба, понимаете, как вы дополняете друг друга, да? Вот скорее вот так вот, понимаете. Я просто зеркально их держу. Понимаете, вот вы уже, у вас как бы и одни интересы, вы понимаете, что стабильность, деньги, все это очень важно. Но здесь люди, которые... Вот там мне выходило, сразу же выходит карта счастья, понимаете? Все пентакливое сегодня, понимаете? Потому что, ну, а как в современном мире без денег, без опоры, без надежности, понимаете? Вы оба поняли ценность этому. То есть вот мужчина, который вам нужен, который в вашу жизнь идет, понимаете, тот мужчина, который тоже понимает, как вы. И это будет взаимный как бы такой обмен, понимаете? Это не так, что будет я тебе даю, а ты беру все время какой-то недостаток. Это люди, которые вместе идут к одному счастью, к одной цели. Вы сейчас вообще все по-другому поняли за последние, я не говорю, что прям сегодня, но вообще за последнее время. Понимаете, за последние годы своей жизни вы все поняли по-другому. Вы вообще по-другому увидели отношения мужчины и женщины. Вы сидели в своей тайной комнате, скажем так, по отшельнику. Вы переосмысливали очень много вещей. Вы были даже в таком, знаете, в одиночестве. Вам хотелось побыть долго одной. Потому что вам нужно было вообще разобраться, а что не так, а что я делаю не так, почему у меня такой результат, как будто бы, понимаете? Девочки, ну что могу сказать? Вот разговор-то, понимаете, вот вроде бы разговор с вашим папой, но это, как бы, знаете, вот ваш папа вам показывает, что да, будут и деньги, и к тебе придет по-любому король Пентаклей уже в правильной современной модели, понимаете, такой по новым вибрациям. Но в то же время это будет мужчина, который тебе сможет подарить то, что ты не видела в детстве, понимаете, и романтики, и сюрпризы, и душевность, и в то же время какое-то движение вперед. То есть не прям совсем, знаете, вот с голой... Нет, понимаете? Вот все это возможно в балансе, понимаете, потому что вы уже другая. Королева кубков выходит, понимаете? Потому что вы другая, вы оценили значимость любви, с чего нужно начинать отношения, и у вас картинка, знаете, вот очень же важно держать в голове эту картинку. Вот у вас эта картинка этой любви и счастья, она у вас правильная сформировалась, вы все поняли. Давайте последнее, что вам... Ну вот мне сразу хотела сказать, последнее, давайте посмотрим, что вам папа хотел сказать. Не думай об этом, не печалься, оставь это все в прошлом. Все эти печали, они позади. Они все позади. Вот сразу же вам выходит подтверждение. Они все позади. Все уже давно началось по-новому, понимаете? Уже совершенно новая началась история. Уже все изменилось, и все будет меняться сейчас очень быстро, особенно после вот этого вот расклада, после ваших осознаний, понимаете? Это сейчас вот была точка, это была точка в бинго. Из этого расклада вы много что для себя почерпнете, понимаете? И действительно, вот видите, одни и те же карты выходят, потому что я говорю по кругу. Вы из этого расклада и вообще из этого разговора, из этого инсайта для себя, он вроде маленький, он вроде бы маленький, мелочь, но когда ты начинаешь его раскручивать вот здесь, вот, из сердца, не из ума, из сердца, ты начинаешь чувствовать, вы как будто бы сейчас перебираете всех мужчин, которые были, все отношения, думаете, действительно, там-то я выбирала это из-за того, что в папе там ничего-то не хватало, или я хотела заменить, или я хотела сбежать от чего-то, а это я выбирала, потому что это, а это я хотела закрыть такую потребность, а это я думала, что любовь, но за любовью я понимала что-то другое, понимаете, и тут вы, значит, сейчас уже поняли, вы такая с инсайтом, такая, боже, я все поняла, понимаете?
Ну вот идет, что здесь, вы понимаете, у вас еще достаточно еще много шансов на какие-то, на счастье, на личной жизни. То есть это не то, что, понимаете, вот все, последнее было, и больше теперь не будет. Нет. Понимаете, шанс, тут же, понимаете, шанс будет, причем очень конкретный, материальный, ну, в смысле, материальный, реальный, не материальный, реальный шанс. Реальный шанс встречи такой любви, таких отношений, понимаете? Встречи, не встречи, дело же не в этом. Именно таких отношений в вашей жизни, понимаете? Девочки, ну какой вот сейчас последний вам еще, знаете, советик вытащим уже не из разговора, а от высших сил, совет для вас вот из этого расклада про вашего папу, про ваши отношения с мужчинами. Ой, интересный такой расклад. Еще, кстати, интересно, что в какую-то часть расклада я поняла, что после того, как я пересела, я начала говорить, а камера-то не включилась. Я, видимо, когда поворачивала камеру, я ее задела. И интересно, что там не записался, знаете, какой отрезок про то, что какой путь вы прошли, что вы как бы настолько, понимаете, стали такие мачур, то есть вы как бы поняли ценность ну, как бы жизни. То есть вы думали, понимаете, вот такое ощущение мне идет, понимаете, что вы думали, что жизнь сложнее. Вот как жил ваш папа, и как вы смотрели, вы думали, что ну, жизнь это вообще прям, это так сложно, это прям вообще, вот так как, это, знаете, вот там, сейчас такой мем ходит, что это шутка такая, да, что мужчины, ну, это такое, конечно, с юмором нужно, да, в каждой шутке есть доля шутки, да, что если там мужчины, ему не нужно переживать там гормональные все эти эмоциональные штуки, там эти все наши женские дни ежемесячно и так далее, все это, да, и многие разные другие вещи, да, как вам удается, да, оставаться толстыми и бедными, что-то про это понимаете. Вот это вот, напишите в комментариях, вот у меня просто идет, это вы мне из потока, это где-то я пару дней назад видела, подружка мне прислала рилс, да, хихикала, вот, и сейчас вот оно мне пришло, потому что как будто бы вот это, знаете, вот это то, что вам нужно, это вы тоже над этим посмеетесь, как будто бы, да. Вот, и знаете, что еще? Что еще? Что еще? Карту совета я хотела посмотреть. Я говорила, что да, то есть вы как бы, вот, я поняла, вы прошли определенный путь, там, к деньгам, к какому-то достатку, и вы такая думаете, это что, это же разве так было сложно? Вот это нужно было устраивать такие проблемы, действительно, вот это настолько вот нужно было ставить работу центром всего, можно же было хотя бы 1% быть, найти какой-то баланс и как-то вот и там быть, да, особенно если ты мужчина, для тебя это вообще как бы, ну, это твоя основная природа, да, вот и зарабатывание денег мужчинам, как бы, ну, для них это в какой-то степени, у нас мир, понимаете, до сих пор у нас еще так или иначе, у нас патриархальный мир, до сих пор еще мужчинам так или иначе больше платят, им так или иначе везде дорога. Посмотрите, сколько у нас президентов мужчин, сколько женщин и так далее. Ну, это все вещи и так знают. Так вот, сейчас я посмотрю карту совета. Так вот, и вы, да. Понимаете, вот этот расклад, я не знаю, что я. Место поменяла, картинку поменяла, такой сумбур. Знаете почему? Вот это мне прям даже с потока идет. Потому что вы больше не хотите больше вообще никаких разговоров. Вы не хотите больше вообще на эту тему разговаривать. Вы хотите жизнь, понимаете? Вы думаете, боже, ну вот я прошла этот путь для того, чтобы снова об этом говорить. Вы не хотите, вы мне говорите, я не хочу, Ева, даже в это окунаться. Я не хочу вспоминать эти чувства, я не хочу это вспоминать. Это уже все проехали. Это все проехали. Я хочу сейчас счастливую семью, хочу жить заново. И сейчас я понимаю, что это на самом деле такая семья, понимаете? Что на самом деле надежный мужчина, когда все делают вместе, когда все делают слаженно, когда мы одна команда. Девочки, ну все, долгий расклад получился. Сейчас карту совета таки посмотрим именно от высших сил. Так, хорошенько перемешаю, потому что карты уже начинают дублироваться. Они уже так это со мной подключились к потоку, не могут отключиться. Что я вам хочу сказать? Вы можете перейти на консультацию, если вы хотите разобрать именно вашу историю, посмотреть вас, будущее, настоящее, прошлое, любые вопросы. У меня есть формат полной консультации, где можно разобрать полную ситуацию, ну и все вопросы, которые у вас есть. Есть экспресс-консультация, где можно задать один вопрос, пишите, его быстренько разобрать. И эти два формата у меня есть. Также можно попасть в закрытый телеграм-канал. В него можно попасть двумя способами. Или через Boosty на данный момент, или самый простой и удобный способ – это через подписку на YouTube. Да? То есть спонсор Join, стать спонсором канала. И на втором уровне Гармония есть доступ в телеграм-канал. Ну, а так вы можете всегда за мой труд, за мою работу отблагодарить меня через донат, через
кнопочку Thanks. Благодарю всем. Уже вижу все ваши донаты. Мне так приятно. Означает, что вы цените, вам откликнулось. У вас возникает, естественно, желание отблагодарить. Спасибо вам за это от всей души. Ну что, карта совет, понимаете? Ну вот карта совет, понимаете, вам уже говорят, что продолжай в том же духе. Ты правильно все делаешь, высшие силы говорят. Ты правильно уловила мысль. Единственное, что сейчас обрати внимание на то, какого мужчину ты выбираешь, понимаете, что ты на самом деле хочешь взращивать из тех отношений, да, которые ты, как сказать, то есть какие-то еще мысли, есть еще какие-то сомнения, есть еще какое-то, знаете, вот какие-то разочарования, обиды, которые немножко на это влияют, нам это показали. Так вот, пересмотрите ваши отношения с отцом, понимаете, что там вас такое цепляло в этом больше всего, понимаете, вот самое большое, что вас цепляло, спросите себя, и это будет ключом, понимаете, и вы уже будете выстраивать совершенно другие ответы, это даст вам ключ решения этой проблемы, вы просто вот буквально вот приподниметесь над этой проблемой, понимаете, все придет в порядок, в логичный порядок на эту тему. То есть совет высших сил, не смотри в прошлое, возьми оттуда один единственный ключик, главную, зажги вот эту лампочку, осталось зажечь одну главную лампочку. Посмотри, почему ты выбирала то, что выбирала, и какие были у этого причины. И начни выбирать уже совершенно другие вещи, понимаете? Чтобы соблюдать баланс между душой и сердцем, между любовью и земной жизнью, да, вот такой вот баланс правильно держать. Девочки, вот такой вот расклад сегодня получился. Сложно из него выйти, как будто вот ощущение, знаете, как будто бы что-то вот не досказала, я не могу это даже объяснить. Сейчас я вот, почему вот сейчас из потока идет, как будто бы что-то я вам еще должна сказать. Знаете, вот все-таки идет такое, что я должна вам сказать, что такая все-таки, знаете, вот небольшая какая-то еще такая обидка есть. То есть если у вас с вашим отцом отношений сейчас нету, продолжайте эти отношения, или там его нету на этой земле уже, он ушел, да, или его нету в вашей жизни, да, продолжайте отправлять свет. То есть пустите туда лучик света, лучик благодарности. То есть сделайте такой, знаете, вот обмен, опустите в это прошлое, знаете, такую монетку киньте, знаете, как вот в воду, и все, и вот закройте для себя это. Но если у вас ваш отец в вашей жизни еще есть, так или иначе, понимаете, возможно, попробуйте там эту опору найти, обрести. Пусть в каком угодно формате. В каком угодно формате это сделайте, понимаете? Понимаете, даже если вот мне идет что, независимо вот человек есть на этой земле, нет, вы общаетесь или нет, неважно, вот мне так идет, да, потому что у всех разные возраста, разные ситуации. Но идет, что вам нужно проделать какую-то такую церемонию, что да, ты такой был, ты такой человек, ты в моей жизни, да, то есть такую прям практику сделать, да, и послать этот свет, да, то есть дать место в вашем сердце для этого человека таким, каким он был. И у вас сразу идут обиды, потому что вы поймете, что да, благодаря этому опыту, понимаете, у вас сейчас полностью сформировалась фигура о том, каким должен быть мужчина, понимаете? Ну что вам можно сказать, понимаете? У вас сформировалось полностью понимание, каким должен быть мужчина, что у него должно быть на уме, что у него должно быть в сердце, как он должен себя вести. Вы это поняли раньше через фигуру вашего отца, вы этого не понимали. А сейчас вы, пройдя весь этот путь, вы поняли. Все. Такой вот вам совет, мои дорогие. Теперь я все сказала точно. Благодарю вас, что вы были на этом раскладе. Подписывайтесь, чтобы встретиться снова. Пишите в комментариях, что вам срезонировало. Буду рада с вами увидеться. Приходите в закрытый телеграм-канал. Я там делюсь недельными прогнозами, делюсь всем, что за кадром, делюсь какими-то небольшими событиями своей жизни. В общем, если вы хотите быть ко мне ближе, переходите в телеграм. Если, я так понимаю, что-то в телеграм не всем может быть удобно, предложите. Канал молодой, мы только начинаем собирать наше сообщество, да, предложите какие-то другие варианты, чтобы вам, например, могло быть удобно, где бы вы хотели, там у меня такая символическая подписка, да, просто как формат поддержка моей работы, где бы вы хотели в какой-то, может быть, закрытый канал или в каком-то другом пространстве создать такое вот небольшое наше сообщество. В общем, все предложения приветствуются, буду рада вам. До связи, с вами была Ева.